Скажу честно, когда организаторы позвали меня рассказать о людях 2.0, о людях 21 века, я только что вернулась из Вены и в расслабленном состоянии попала сразу же в московские пробки. Понятно, всем очевидно, контраст был ужасный. И контраст был не в том, что Вена входит в топ-листы самых удобных, комфортных городов, и не в том, что у них удобный, комфортный, доступный транспорт, и абсолютно не в том, что у них экология, энергетика, у них весело шагающий интернет, электронное правительство, толерантность по отношению к мигрантам. Конечно же, больше всего потрясают люди, но не потому, что они австрийцы, европейцы, а мы живем в крупных городах, мы россияне, москвичи. Люди — это как раз люди 2.0. Они совсем другие, у них другая уже конституция, у них другой замес, они совсем по-другому относятся к жизни. Если они живут в городе 2.0, они обязаны быть людьми 2.0. А что такое город 2.0 и что такое люди 2.0? В самом первом вступлении ведущий сказал, это город, прежде всего, открытый. Это город, который общается друг с другом, люди общаются друг с другом. Это люди социально чувствительные, они технологизированные, они продвинутые. Гаджеты, интернет, электронное правительство, но они обладают социальной ответственностью, социальной активностью, им не все равно. Отсюда вопрос основной, который я хотел бы сегодня обсудить с вами, задать самой себе и вам. А если в России люди 2.0, технологизированные, технически подкованные, продвинутые, но социально ответственные? Есть с кем строить 2.0 в Москве и в крупных городах. Есть люди, которые могут построить город будущего, о котором говорят архитекторы, политики, бизнесмены. Сразу же хочу сказать, что я не буду говорить о единицах, о строителях, о прорабах этой стройки, политиках, предпринимателях, бизнесменах, о тех, кто впереди, кто зажигает. Я буду говорить о тех, кто раздувает, о тех, кто на шаг впереди большинства, на шаг впереди толпы. И вот этих людей по-разному называют страшными словами: трендсеттеры, трендоиды, локомотивы истории, движущие силы, как угодно. В фонде «Общественное мнение», где я работаю, мы называем их «Люди 21» или «Люди 2.0». И тут буквально несколько слов о том, как мы их ловим, как мы их отбираем, как мы за ними наблюдаем. Не пугайтесь, это буквально несколько практик, которые позволяют социологам через тест, через опрос выявить, являетесь вы человеком 2.0 21 века или вы являетесь человеком предшествующей формации. Бедному несчастному респонденту раз в неделю специалисты фонда «Общественное мнение» дают карточку и спрашивают, что из перечисленного делали за последний год-два. И далее практики, 17 упрямых практик, могут быть другие, могут быть еще какие-то более продвинутые или менее продвинутые, но 17 практик, которые, по нашему мнению, отличают человека нового поколения. Это, безусловно, технологии, это стремление хорошо зарабатывать деньги, но умение по-современному их тратить, пластиковые карточки, кредиты, ценные бумаги. Это стремление расширить горизонт, поэтому самолеты, поэтому туристические развлечения, поэтому поездки за границу. Это, безусловно, экономия времени, поэтому возникает доставка товаров на дом, няни, домработницы и разного рода экономящие наше время и доставляющие нам приятный комфорт услуги. И, наконец, это отношение к собственному телу, потому что современный человек зарабатывает деньги, его тело – это его ресурс, с помощью поддержания здоровья он способен заработать деньги и реализовать программу успеха. Так вот, если вы набираете 6 позиций, я думаю, есть люди, которые набирают 6 позиций, мы относим вас к категории «Люди 21 века». Если вы набираете менее 6 позиций, мы называем вас не люди 21 века или население в целом. Соответственно, когда я рассказываю об этом в московских, питерских аудиториях, обычно кто-то задает вопрос. Я могу назвать 17, еще 10, и вообще все это ерунда. Тем не менее, когда мы проводим опросы, оказывается, что 14-17% россиян так или иначе попадают в этот странный клуб активных потребителей, который известен любому маркетологу. Активные потребители – это 14-17% россиян. В разных группах их разное количество. Среди молодежи их больше.
Среди людей с образованием их больше, среди горожан их больше, и, наконец, среди людей с доходом больше. Соответственно, люди 2.0, видимо, скорее будут молодые, образованные, они живут в городах, и они имеют деньги. Кстати, о России сегодня много говорили. Люди 21 века, люди 2.0 абсолютно неравномерно распределяются по территории России. Если в Москве, Ленинграде, Петербурге их 30-35%, то есть города, маленькие города, есть области целые, где 5-7%. Есть даже города и села, где мы не попадаем, мы не находим этих людей, потому что они не отвечают на нашу карточку. Это вот к разговору о России, которая разная. Что же скрывается за этим клубом потребителей? Да, мы поймали их через активные практики, но тем не менее оказывается, что эти люди воспроизводят некий психологический типаж. Карьера, успех, они работяги, они работают на разрыв аорты. Я думаю, вы многие себя узнаете. Для них очень важна работа, самореализация, творчество. Они постоянно учатся, они готовы учиться. Но при этом они пытаются в какой-то момент вспомнить, что есть любовь, они женятся, они создают детей, они стараются семью сохранить. Соответственно, это такие достаточно успешные молодые япи, либо вариант офисный пролетариат, как угодно, в зависимости от ситуации. Самое важное, что всегда эти люди воспроизводили очень важное качество. Они были лояльны к власти. Они не проявляли никакого желания, ни протестов, ни стремления выразить недовольство. Они были довольны. На все вопросы: вы поддерживаете власть, они поддерживают. На все вопросы: вы довольны происходящим в стране, они скорее довольны. Довольны местом, где они живут, довольны своей жизнью, они оптимисты. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, вот в этой стране, если люди, у которых есть деньги, которые являются моторами, продвинутые, они оказываются социально пассивны, наверное, это плохо. Наверное, с такими людьми 2.0 мы не построим. Я напомню, город 2.0 – социальная ответственность. Люди должны общаться друг с другом. А они живут в коконе, они существуют в коконе, и они практически не общаются друг с другом. Но что-то стало происходить. То есть я постоянно рассказывала об этих людях, я говорила: хорошие они люди, но не орлы. На баррикады не пойдут и ничего нового не построят. И в то же время стало с ним что-то происходить. Я думаю, во-первых, кризис очень сильно поменял их жизненные стратегии и настроения. А во-вторых, те самые пресловутые Web 2.0. Они стали еще активнее входить в интернет. Они качают, они слушают, они смотрят, что еще можно там делать в интернете. Они покупают, они тратят деньги. Они делают очень многие вещи, переговоры, разговоры через интернет. И они стали осваивать не только традиционные системы интернетовские, они стали осваивать Web 2.0. То есть они стали не только потреблять контент, они стали сами создавать контент. Они ведут блоги, они общаются, им хочется что-то сказать, прокомментировать, и они стали объединяться в интернете. Отсюда я могу предположить, что вот генерация Web 2.0 приходит к тому, что эти ребята, живущие в коконе, в маленьких машинках, которые едут по московским улицам, и они общаются друг с другом только в ситуации аварийных, эти люди стали общаться в реальной жизни. Я приведу один пример из своей личной жизни. Тест предполагает какой-то инсайт. Перед Новым годом, предпраздничное настроение, моя семья тратит немалую сумму, 100 тысяч рублей через интернет-магазин, день-два, ни ответа, ни привета. Мы понимаем все. В интернете нас надули, и я эмоционально, по-женски пишу в своем блоге: кинули гады, как можно, на моей же площадке интернетовские люди, ну такие нехорошие люди. Буквально я тут же забываю. Через день находятся такие же жертвы. Через 2 дня мой блог уже абсолютно непопулярный, незаметный, обрывается от писем таких же жертв. Через 4 дня создается в группах ВКонтакте. Через 5 дней пытаются подать коллективную заявку. Таким образом, Web 2.0 объединяет людей для решения общих проблем. Пока еще потеря собственных денег, но вполне возможно, завтра они решат сделать что-то общее, социально полезное. Таким образом, ребята стали меняться. Для меня, как для социолога, это огромный, важный момент, факт. Далее они решили поиграть с государством.
Государство предлагает им, давайте госуслуги через интернет практиковать. Люди 2.0 первые отозвались, 35% уже подают какие-либо декларации, заявления через интернет. Недавно самые высшие люди нашей страны предложили обсуждать законопроекты публично через интернет. Люди 2.0 доселе, очень инертно относящиеся ко всему, сказали, конечно, мы готовы. Я не скажу, что блок Навального и разного рода акции гражданские популярны чрезмерно среди людей 2.0, но если уж кто является активным их сторонником, то это человек 21 века. Наконец, мы видим, что с ними что-то происходит. Если раньше они были абсолютно обеспокоены теми проблемами, которые затрагивают их существование, пробки затрагивают мою безопасность, мое время, меня беспокоят взятки, коррупция, потому что я предприниматель и так далее. Пока они вели себя достаточно просто, обеспокоенно и хотели уехать, был, кстати, задан вопрос, уедут или не уедут, 35% хотят уехать из этого города. Они вели себя достаточно инертно и вели себя непонятно. Но сейчас стали происходить вещи буквально последние месяцы, только бы не сглазить. Они стали говорить о том, что они готовы объединяться для решения каких-то совместных проблем. И в какой-то момент, в начале мая, они сказали о том, что в принципе, если понадобится, они выйдут на акции протеста. Это акции не проправительственные, это просто акции недовольства. Их достало то, что происходит в стране. Они хотят каким-то образом проявить собственную позицию. Отсюда как бы последняя, заключительная часть. Если надо говорить об идее, я не думала, что когда-то я и скажу, но тем не менее, мне кажется, тренд быть не только успешным, это понятно, это уже было. Тренд быть социально чувствительным. Живя в городе 2.0, нужно каким-то образом помнить о том, что рядом есть еще кто-то, люди, которые едут в таких же коробочках, в машинах, также мучаются в этих пробках. Поэтому я думаю, что мы уже говорили, модно быть россиянином. Я думаю, что в какой-то момент для этих людей станет модно быть социально благотворительным, социально чувствительным, социально ответственным. Но чтобы не заканчивать на такой демагогической ноте, я расскажу, чем закончилась история с интернет-сайтом. На самом деле закончилась она типично. Создали группу ВКонтакте, объединились, стали писать письма, и все. И дальше каждый ушел в собственную жизнь, каждый ушел в собственные проблемы. Никакой коллективной подачи заявки не произошло. Закончилось тем, что все дружно потеряли свои деньги, решили, что его личная безопасность все-таки важнее. Отсюда я думаю, что у нас не получилось. Веб 2.0 не изменил наше сознание. Мы все-таки решили сэкономить собственное время, потому что так лучше. Но я думаю, что спустя некоторое время получится снова в другой ситуации. И я надеюсь, получится у вас. И вы станете не только успешными, карьерно ориентированными и творческими. Это уже было. Вы еще станете чуть-чуть 2.0. Действительно 2.0. Спасибо большое.